1 февраля 2022 года вступили в силу новые правила въезда туристов в Испанию, туристов из множества стран, в том числе стран, не входящих в Европейский Союз. Всем привет, друзья! Вы на канале «Мы в Испании», меня зовут Татьяна, и сейчас я вам расскажу про эти новые правила для туристических поездок. Итак, друзья, в официальных источниках мы нашли следующую информацию, которую я вам расскажу. Кстати, читайте обязательно описание, мы оставим там ссылочку на источник Министерства здравоохранения Испании. Немножечко зачитаю то, что написано в этих официальных источниках. Все туристы из других стран, в том числе не входящих в ЕС, могут посещать Испанию, если они прошли полную вакцинацию менее чем за 270 дней и более чем за 14 дней до поездки. То есть после последней вакцинации должно пройти 14 дней, но не 270. И более 270 дней при наличии бустерной прививки. Вот это вот новое, наверное, введение, что в ковид-паспорте должна быть указана и бустерная прививка, что она проведена. И все туристы должны учитывать, что в ковид-паспортах или сертификатах о вакцинации обязательно должна быть указана все даты прививки. Кстати, прививки, друзья, обратите внимание, что они должны были быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Вот эти прививки считаются действительными для Испании, но если они сделаны неодобренными препаратами, неодобренными ВОЗ, то тогда бустерная прививка должна быть сделана препаратом, одобренным ВОЗ. Также необходимо учитывать, что эти требования применяются не ко всем въезжающим в Испанию. Граждане ЕС, сопровождающие их лица, даже если они не являются гражданами ЕС, в том числе и прибывающие с туристическими целями, иностранные резиденты, граждане стран освобождаются от необходимости наличия бустерной прививки при въезде в страну, даже если они были вакцинированы более 270 дней назад. Им достаточно будет только предъявить результаты ПЦР-теста, которые должны быть взяты не ранее 72 часов, или антиген-тест, который был сделан не ранее, чем за 48 часов до посещения страны. Переболевшие, соответственно, должны предъявить сертификат о том, что они излечились в последние 6 месяцев. А ссылочку на источник, где это все можно почитать, еще раз повторюсь, мы оставим в описании под видео. Как там написано, это относится не только к авиаперелетам, но если вы приплываете в Испанию на водном транспорте, тоже те же требования. Но если вы едете автомобильным путем, то таких требований там не предъявляют. Читайте внимательно, еще раз прочтите, посмотрите. Ссылочку мы оставим под видео. Ну и из приятного, друзья, тоже новость такая от министра здравоохранения Испании. С 10 февраля полностью отменяются маски на улице. Ни при каких условиях маски на улице носить нету необходимости. Если сейчас есть какие-то условия, то, в принципе, с 10 февраля 2022 года маски на улицах в Испании отменяются. 8 февраля это будет рассмотрено и, вернее, утверждено, и вступит в силу с 10 февраля. Но внутри помещений пока что сохраняется вновь масочный режим. В школах, в каких-то магазинах, спортзалах по-прежнему носим, но на улице уже нигде повсеместно можно ходить без масок с 10 февраля 2022 года. А также, друзья, если вы перейдете по ссылочке, которую сейчас видите сверху, вы увидите очень интересный обзор, который мы сделали совершенно недавно. Это электромобили, которые уже продаются в Испании, они захватывают уверенно рынок испанский, в том числе и европейский. Вы узнаете много интересного, все плюшки, которые предлагает испанское государство для приобретения вот этого автомобиля. Ну и сами плюшки этого автомобиля, как он разгоняется, какой у него запас хода. В общем, очень интересно. И обязательно посмотрите. Итак, друзья, это были небольшие новости Испании. Надеюсь, что что-то будет вам полезно и интересно. Как всегда, читайте в описании все полезные ссылочки. Надеюсь, что туристический сезон скоро восстановится в полном объеме. С вами Татьяна, канал «Мы в Испании». Всем удачи, добра, хорошего настроения, главное здоровья. Берегите себя. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, для того, чтобы не пропустить новые новости, свеженькие из Испании, с побережья Коста-Бланка. Все, всем удачи, добра, пока-пока!